Осужденная вернулась в село, где ее ненавидели. Старый автобус, распространяя вокруг себя запах бензина, тарахтя поехал дальше, оставив женщину одну. Она огляделась вокруг, здесь ничего не изменилось. Все та же размытая дорога, жирной и черной грязью, все те же кусты в серых брызгах. Вдалеке виднелось село, оно узкой лентой растянулось вдоль кромки леса, уже светились в сумерках желтые квадратики окон, доносился лай собак и недовольно гоготали гуси. Да, здесь ничего не изменилось за 6 лет, думала Вера. Почти ничего. Только справа на холме больше не виднелся ряд фермерской техники, освещенный тусклыми фонарями. Там зияла темнота. Она не знала, что стало с фермерским хозяйством Белова. Наверное, распродали наследники. Вера вышла на центральную улицу села. Она не удивилась бы, если из-за угла кто-нибудь запустил бы в нее камнем. Ей казалось, что из каждого окна на нее смотрит пара осуждающих глаз. Женщина шла пониже, надвинув платок на глаза, надеясь остаться незамеченной. Что ждет ее впереди? Осталось ли что-то от ее дома? Но идти ей было больше некуда, кроме родного села. И она вернулась сюда, несмотря на ненависть, которую испытывали к ней местные жители. Именно благодаря ей добрая половина села 6 лет назад осталась без работы. С тех пор она сильно изменилась, как внешне, так и внутренне. Ничего не осталось от той беззаботной красотки, что, бойко стреляя глазками, покорила черствое сердце Аркадия Белова. Верка была фигуристой шатенкой с распахнутыми синими глазами. У нее никого не было, и жила она одна в стареньком домишке на краю оврага. На Белова народ только еще не молился, на него работала большая часть жителей. Однажды Верка переехала к нему. Она считала, что вытянула в этой жизни счастливый билет. Но оказалось, все не так просто. Аркадий считал себя кем-то вроде местного барина, таких называют самодур. А Верка для него была крепостной девкой для забав, но ослепленная вниманием к себе столь важной персоны, она не сразу поняла его суть. Сначала он отстранил от нее всех подруг, потом запретил слишком откровенные, по его мнению, наряды. Косметикой тоже пользоваться запрещал. Вся ее жизнь постепенно превратилась в один большой запрет. Она сидела дома и ждала его, варила борщи и убирала комнаты. Ни о каком выходе на работу и речи быть не могло. Аркадию все время казалось, что у нее кто-то есть. Постоянные подозрения сводили его с ума. Вера пыталась доказать, что чиста перед ним, но вскоре поняла – это бесполезно. Дело было не в ней, а в нем. Она сколько угодно могла подстраиваться под него, но Аркадий был всегда недоволен. Когда дело дошло до рукоприкладства, Вера вернулась в свой домик на краю оврага, надеясь забыть все как страшный сон. Но главный удар судьбы ожидал ее впереди. Белов заявился на следующий день после ее ухода. Вера мыла пол на кухне, все двери были открыты. По дому гулял теплый ветерок, пахло свежестью и чистотой. Она с наслаждением возила влажной тряпкой по полу, находя в монотонной работе успокоение. Он силой пнул ведро, и вода разлилась по кухне, превратив ее в озеро. Вера поняла, что вслед за ведром настанет ее очередь.
Она не помнила, что произошло дальше. Память, будто щадя ее нервы, отказывалась воспроизводить картину того дня. Опомнилась уже, когда двор был полон милиционеров. Ее о чем-то спрашивали, тряся перед носом пакетом, в котором лежал кухонный нож. За забором толкались соседи, на кухне была перевернута вся мебель и сорваны занавески, а посередине лежал Аркадий. «Довела мужика!» – слышалось из-за забора. «Хвостом крутить надо было меньше, и жил бы мужик. И чего ей не хватало? Жила как сыр в масле. Хорошего человека сгубила. Что теперь с нами всеми будет?» Благодаря ему была работа на селе. Толпа возмущенно загудела. «Что будет? Что будет? На что нам теперь жить?» Вера получила 6 лет лишения свободы, отбывала наказание в колонии общего режима. Эти годы дались ей нелегко, но и не так ужасно, как она ожидала. Благодаря миролюбивому характеру и умению выслушать и сострадать, она нашла себе приятельниц, и их общение скрасило годы неволи. Но внешне больше не было той красотки с синими наивными глазами. Она погрузнела, волосы закралась седина, не было больше желания наряжаться и всячески украшать себя. Никогда не подумала бы Верка, что окажется за решеткой. Ей всегда казалось, что там обитают лишь опустившиеся никчемные люди. Но недаром говорят: от сумы до тюрьмы не зарекайся. Жизнь может разбиться вдребезги в один миг. Теперь она зечка. Она шла, пряча лицо в платок, и сердце ее тревожно билось. Существует ли вообще ее дом? Может, его уже разобрали на дрова? Но на самом краю оврага, меж двух раскидистых берез, явно просматривались стены родного дома. Из оврага знакомо тянуло холодком. Внизу журчал ручей и квакали лягушки. Сколько раз она представляла себя эти мгновения, сколько раз видела во сне родные места. За оврагом начинались леса, полные грибов, сыроежки, маслята, подберезовики. Хотелось сейчас же побежать туда с корзинкой. Она тенью прошмыгнула в калитку, нашарила ключ в потайной застрехе. Открыв дверь, ожидала, что ее обдаст затхлый запах сырости, но этого не произошло. Она щелкнула выключателем, и по кухне разлился желтый свет лампочки. Все было прибрано, на подоконнике цвела розовыми гроздями герань. Вера уставилась на цветок, ничего не понимая. Она прошла в комнаты, ничего не тронуто, все на своих местах. Кто-то явно следил за домом, пока ее не было. «Верка! Вер!» послышалось из сеней, и в дом спешно зашла соседка Евдокия. «Ого!» — сказала она вместо приветствия. «Как ты изменилась? Я гляжу, свет горит, и бегом сюда. Вот принесла тебе перекусить, а то с дороги не емши, небось». Она поставила на стол банку с молоком и любовно завернутый в полотенце хлеб. «Спасибо», — улыбнулась Вера. «Это вы следили за домом?» «Следила, а как же иначе?» — отозвалась соседка. «Дом без присмотра оставлять нельзя». «Спасибо, спасибо вам большое», — растрогалась Вера, и слезинки задрожали на ее ресницах. «Я пойду», — сказала Евдокия, «а то мужичье у нас еще держит на тебя зуб. Мой прознает, что к тебе ходила, заругает». Вере стало легче на душе. Хоть один человек ее поддержал. Она налила в стакан еще теплого парного молока, и в этот момент в дверь робко постучали. На пороге возник мальчишка лет 13 и неуклюже протянул ей пакет. «Мамка передала», — заикаясь, сказал он, сунув Вере в руки сверток. «Передай спасибо», — сказала Вера, и стеснительный мальчишка, кивнув, убежал. Она так и не поняла, кто это был. За 6 лет
Дети успели подрасти и сильно измениться. Сверток источал аромат копченого сала, так что слюнки текли. Танька ворвалась без стука и сразу кинулась обниматься. Когда-то, еще до Аркадия, они очень дружили. Верка расплакалась. «Я думала, что со мной никто говорить не захочет». «Брось ты!» – отозвалась Танька. «Существует же женская солидарность. Это была самооборона, что бы там ни говорили. Мужикам не понять наших бабьих дел. Вот и злятся. Евдокия сказала, что ты вернулась. Я на минутку заскочила. Вот тебе снеди всякой огородной притащила. Ты сегодня отдыхай с дороги, а завтра наболтаемся». Вера так растрогалась, что кусок не лез в горло. Она поняла, что зря плохо думала об односельчанах. Женщины поняли ее и поддержали. С наслаждением, ложась в свежезастеленную постель, она не успела закрыть глаз, как в окно настойчиво постучали. Даже в темноте она узнала массивную фигуру Олега. Этот мужик был негласным старостой села и пользовался всеобщим уважением и авторитетом. «Не выходи», — сказал он, — «через форточку поговорим. Мы с мужиками покумекали и решили, что глупо зло держать на тебя. Это бабы, может, чего-то не понимают, а в произошедшем твоей вины нет. Туго, конечно, стало без работы, но Аркадий сам виноват был. К тому же мужик он был, скажем, откровенно ладно, не буду при тебе таких слов говорить. Мы тут собрали с мужиками тебе немножко деньжат на первое время. Бери, бери». Вере было неловко брать эти деньги, но Олег просто кинул их в форточку и растворился в ночной мгле.